Всем привет! В этом видео я собрала сразу 10 быстрых рецептов для праздничного стола. Первым приготовим невероятно вкусное мясное блюдо – сочное куриное филе под овощами. Куриное филе моем и разрезаем вдоль на две части. Также отдельно отрезаем малое филе. Всего понадобится 2 куриные грудки общим весом около 700 грамм. В миску наливаем примерно 4-5 столовых ложек растительного масла. Насыпаем 1 чайную ложку соли без горки. 1 чайную ложку молотой сладкой паприки. И 2 чайных ложки приправы для курицы. У меня приправа без соли. Все перемешиваем. В этот маринад кладем подготовленные кусочки мяса. Перемешиваем, чтобы все покрылось маринадом. Оставляем мариноваться на 10-15 минут. Пока маринуется курица, подготовим овощную начинку. 250 грамм шампиньонов режем пополам и нарезаем пластинками. Одну луковицу нарезаем кубиками. Помидор нарезаем сначала кружочками, а затем режем кубиками. Понадобится 2 помидора небольшого размера. На горячую сковороду наливаем немного растительного масла. Кладем грибы. Готовим грибы на большом огне до испарения жидкости. Периодически перемешиваем. Когда жидкости в сковороде уже не будет, наливаем еще немного растительного масла и насыпаем нарезанный лук. Все обжариваем до золотистости лука. Сюда же кладем нарезанные помидоры. Перемешиваем и готовим еще 2-3 минуты. В сковороду добавляем 100 мл сметаны. И насыпаем пол столовой ложки муки, чтобы сметана не расслоилась. Все перемешиваем. В самом конце начинку солим и перчим черным молотым перцем. Перемешиваем и снимаем с огня. На хорошо разогретую сковороду выкладываем уже замаринованное куриное филе. Обжариваем на большом огне до полуготовности сначала с одной стороны. Затем переворачиваем на другую сторону. Обжариваем филе для того, чтобы запечатать все соки, и оно получилось сочным. После обжарки мясо в середине должно остаться сырым. Подготовленное филе выкладываем в форму для запекания. Сверху на каждый кусочек мяса кладем грибную начинку с овощами. – 100 грамм сыра трем на крупной терке. Каждое филе посыпаем тертым сыром сверху. Все ставим в духовку разогретую до 220 градусов. Запекаем приблизительно 20-25 минут. Блюдо готово. Тарелку для подачи украшаем листьями салата. Сверху выкладываем приготовленное филе под овощной шубой.
Подаем на стол горячим. Измельчаем небольшой пучок петрушки. Филе посыпаем нарезанной петрушкой. Куриное филе под овощами получилось мягким, сочным и очень вкусным. Все ингредиенты прекрасно сочетаются между собой. Это блюдо подходит как на каждый день, так и на праздничный стол. Обязательно его приготовьте, это очень вкусно. Вторым приготовим салат «Пикантная нотка». Такой салат сразу же бросается в глаза на праздничном столе, так как он красиво и аппетитно смотрится. Готовится он совсем несложно и получается легким и вкусным. Сначала подготовим все ингредиенты. 300 грамм свежих шампиньонов нарезаем пластинками. Подготовленные грибы кладем на сухую разогретую сковороду. Обжариваем их на большом огне до испарения всей жидкости. Когда со сковороды испарилась вся жидкость, наливаем растительное масло и обжариваем еще 2-3 минуты до румяной корочки. В самом конце грибы солим по вкусу. И перчим. Все перемешиваем. С одного вареного окорочка весом примерно 300 грамм снимаем кожу и снимаем мясо с кости. Все мясо разделяем руками на волокна. 150-200 грамм салата айсберг нарезаем большими кусками. Салат айсберг можно заменить пекинской капустой. 2 средних помидора общим весом примерно 300 грамм разрезаем на четвертинки и у каждого кусочка вырезаем серединку с семенами, чтобы в салате не было лишней жидкости. Мякоть помидоров нарезаем полосками. 70 грамм сыра трем на мелкой терке. Измельчаем небольшой пучок укропа. Берем примерно 150 грамм майонеза и к нему выдавливаем через пресс 2 зубчика чеснока. Все перемешиваем. Подготовленный майонез для удобства перекладываем в кулинарный мешок. Складываем салат. На дно блюда равномерно выкладываем нарезанный салат айсберг. Я взяла блюдо размером 30 на 22 см. На салат айсберг кладем уже остывшие жареные шампиньоны. Наносим сеточку из майонеза. Следующим слоем кладем куриное мясо и равномерно распределяем его по поверхности салата. Наносим сеточку из майонеза. Сверху выкладываем нарезанные помидоры. Опять наносим майонез. Салат посыпаем тертым сыром. Сверху салат украшаем нарезанным укропом. Салат готов, можно подавать на стол. Салат «Пикантная нотка» получился очень вкусным и красивым. Особую легкость ему придает салат айсберг и помидоры. Такой салат отлично подходит для праздничного стола. Следующим приготовим красивый салат на скорую руку, который отлично подходит для праздничного стола. Готовится очень просто и с его приготовлением справится каждый. Сначала подготовим ингредиенты. 3 вареных яйца нарезаем кубиками. 2-3 небольших консервированных огурца нарезаем пластинками, а затем пластинки режем кубиками. 1 банку консервированного тунца весом 185 грамм разминаем вилкой. Я использую тунец в собственном соку, но также можно взять тунец в масле. Майонез для удобства перекладываем в кулинарный мешок, у меня домашний майонез. Выкладываем салат полосками на продолговатом блюде. Удобнее начинать с середины блюда. Сначала выкладываем ряд из кукурузы. Затем аккуратно выкладываем полоску тунца. Где нужно, подправляем, чтобы получились максимально ровные полоски. Дальше полоска из огурцов. По желанию консервированные огурцы можно заменить свежими. Следующей полоской кладем нарезанные вареные яйца. Точно так же, чередуя ряды, выкладываем вторую половину ингредиентов. Между рядами наносим полоски из майонеза. На майонез аккуратно выкладываем маленькие веточки укропа. Вместо укропа можно использовать петрушку.
Салат готов, можно подавать на стол. Салат получился очень вкусным и красивым, готовится просто и быстро. Такой салат станет настоящим украшением праздничного стола. Четвертым приготовим торт без выпечки. Он максимально простой в приготовлении, с малым количеством ингредиентов и очень вкусный. 30 грамм желатина насыпаем в мисочку. Наливаем 120 мл воды. Все перемешиваем. Оставляем набухать желатин. В отдельную миску насыпаем 800 грамм творога. Я использую творог жирностью 9%. Содержимое 560-граммовой банки с консервированными ананасами выливаем на сито. Часть сиропа из ананасов наливаем в миску с творогом. Все измельчаем погружным блендером. Желательно перед приготовлением творог оставить на 10-15 минут при комнатной температуре, чтобы он немного согрелся. Это делается для того, чтобы при добавлении желатина он не свернулся комочками. Сюда же насыпаем 150 грамм сахара и выливаем оставшийся сироп из ананасов. Все опять измельчаем погружным блендером до однородной массы. Желатин уже набух. Растапливаем его в микроволновке по 10 секунд, несколько подходов, после каждого раза перемешивая. Нагреваем желатин примерно до 60 градусов. В растопленный желатин добавляем ложку приготовленной творожной смеси и перемешиваем. Затем в желатин добавляем еще 1 столовую ложку творожной массы и опять перемешиваем. Таким методом мы выравниваем разницу температур, чтобы желатин максимально равномерно распределился в твороге. Подготовленный желатин небольшими порциями наливаем в миску. Все хорошо перемешиваем. Сюда же добавляем нарезанные ананасы. Желательно, чтобы ананасы были кусочками. Если ананасы кольцами, то их нужно нарезать на небольшие кусочки. Опять перемешиваем. Приготовленную смесь выливаем в форму. Я использую силиконовую кексницу на 2 литра. Обязательно ставим ее на доску или тарелку, чтобы потом ее можно было поднять. Равномерно распределяем творожную массу по форме. Все ставим в холодильник застывать примерно на 2-4 часа. Я поставила на ночь. Готовый торт вынимаем из холодильника. Накрываем его сверху блюдом и переворачиваем. Аккуратно снимаем силиконовую форму. Торт готов, можно подавать на стол. Торт без выпечки получился очень вкусным. В меру сладкий творог прекрасно сочетается с ананасами. Готовится торт максимально просто. Вместо ананасов можно использовать консервированные персики или манго. Также в качестве начинки для такого торта прекрасно подойдут ягоды голубики, черники, малины или клубники. Обязательно приготовьте такой торт, это очень вкусно. Пятым приготовим красивый и вкусный салат. Любители морепродуктов точно не останутся к нему равнодушны. Это простое и в то же время очень вкусное сочетание морепродуктов с овощами. Сначала подготовим все ингредиенты для салата. 200 грамм помидоров черри разрезаем на четвертинки. Также можно использовать и обычные помидоры. Пучок салатных листьев нарезаем на более мелкие части. 1 луковицу разрезаем пополам и нарезаем ее тонкими полукольцами. Нам понадобится только половина луковицы. Измельчаем небольшой пучок укропа. Берем 3 ломтика черного хлеба. Я уже подсушила его в тостере и натираем его чесноком со всех сторон. Также хлеб можно немного подсушить на сковороде. Гренки нарезаем небольшими кубиками. Я использую черный хлеб с семечками. Для этого салата также хорошо подойдет и бородинский хлеб. На дно большой плоской тарелки кладем нарезанные листья салата. Диаметр моей тарелки 25 см. На салат выкладываем нарезанные помидоры. Сверху распределяем нарезанный лук. Сюда же кладем 200 грамм маринованных мидий в масле.
Добавляем чесночные сухарики. Сверху салат посыпаем нарезанным укропом. Готовим заправку для салата. Берем 2 столовые ложки растительного масла, в котором были мидии, и насыпаем в него примерно пол чайной ложки соли. Сюда же добавляем 1-2 столовых ложки лимонного сока. Все перемешиваем. Приготовленной заправкой равномерно поливаем салат сверху. Перемешивать салат не нужно. Салат готов, можно подавать на стол. Салат с мидиями получился очень вкусный и красивый. Он отлично подходит для праздничного стола. В этом салате хорошо сочетаются мидии с помидорами и зеленью, а чесночные сухарики придают салату сытность. Шестым приготовим рулет из лаваша с сырно-яичной начинкой с перцем. Готовится очень просто и быстро, буквально за 15 минут. Это прекрасный вариант перекуса на каждый день или закуски на праздничный стол. Подготовим ингредиенты для начинки. 200 грамм сыра трем на мелкой терке. Шесть яиц нарезаем пластинками, а затем небольшими кубиками. У перца срезаем верх и низ. Разрезаем вдоль и вырезаем семенную коробочку. Перец нарезаем небольшими кубиками. В миску кладем тертый сыр, подготовленный перец и нарезанные яйца. Все немного солим и перчим черным молотым перцем. Добавляем 3-4 столовых ложки майонеза. Начинку хорошо перемешиваем. Складываем рулет. Кладем первый лист лаваша. На него выкладываем половину приготовленной начинки. Равномерно ее распределяем по всему лавашу. Начинку немного не докладываем до противоположного от себя края лаваша, чтобы потом удобно было его сворачивать и начинка не выпадала. Все накрываем вторым лавашом и немного прижимаем его руками. На этот лаваш выкладываем всю оставшуюся начинку. Ее точно так же распределяем по всему лавашу, оставляя край лаваша без начинки. Все сворачиваем в рулет, стараемся это делать аккуратно и свернуть как можно плотнее. Рулет заматываем в пищевую пленку и кладем в холодильник настояться. Готовый рулет разрезаем на порционные кусочки. Рулет из лаваша получился очень вкусным и сытным. Особую изюминку и красоту ему придает перец. Готовится просто и быстро, а получается его много. Очень рекомендую его попробовать. Седьмыми приготовим куриные отбивные в духовке. Готовятся они очень просто и получаются вкусными и мягкими. Такие отбивные отлично подойдут как на каждый день, так и на праздничный стол. Сначала подготовим мясо. 3 куриных филе общим весом 1 кг моем и обсушиваем бумажными полотенцами. Каждое филе разрезаем вдоль на 2-3 кусочка, в зависимости от толщины самого мяса. Каждый кусочек филе отбиваем молотком для мяса с двух сторон. Отбивать нужно не очень сильно, чтобы филе не разорвалось.
Мясо солим по вкусу и перчим. Приправы равномерно распределяем руками. С другой стороны филе тоже немного солим. Большой противень смазываем сливочным маслом. На подготовленный противень выкладываем кусочки филе. Готовим начинку. 5 вареных яиц трем на крупной терке. 50 грамм сыра тоже трем на крупной терке. К уже подготовленным яйцам добавляем тертый сыр. 3 чайные ложки горчицы с зернами. Перчим по вкусу. И добавляем 2-3 столовые ложки несладкого йогурта. Все перемешиваем до получения однородной массы. Йогурт можно заменить сметаной или майонезом. Приготовленную смесь аккуратно выкладываем на филе. Начинку равномерно распределяем по каждому кусочку мяса. На каждое филе примерно уходит по 1 столовой ложке начинки. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекаем примерно 30-35 минут. Отбивные готовы, можно подавать на стол. Куриные отбивные в духовке получились очень вкусными, мягкими и сочными. Они отлично подходят к любому гарниру. Следующим приготовим салат мексиканский. Яркий, вкусный, красивый и, главное, быстрый. Он просто создан для праздничного стола. Необычное сочетание продуктов приятно удивит вас своим прекрасным вкусом. Сначала подготовим все ингредиенты. 1 сладкий красный перец нарезаем небольшими кубиками. Половину небольшой луковицы тоже нарезаем небольшими кубиками. Измельчаем пучок укропа. Нарезаем небольшими кубиками консервированные ананасы. Я взяла консервированные ананасы кусочками, но они сильно большие, и я их нарезаю на более мелкие. 100 грамм сыра трем на мелкой терке. В миску насыпаем ананасы. 1 банку красной консервированной фасоли. 1 банку консервированной кукурузы. Нарезанный сладкий перец. Тертый сыр. Укроп. И нарезанный лук. Салат немного солим. Перчим по вкусу черным молотым перцем. Салат заправляем 2-3 столовыми ложками майонеза и хорошо перемешиваем. Консервированную фасоль для салата нужно промыть под проточной водой и дать стечь жидкости. Для более пикантного вкуса лук в салате можно заменить 1 зубчиком чеснока, пропущенным через пресс. Готовый салат подаем на стол. Салат мексиканский получился очень вкусным и ярким. На праздничном столе он сразу притягивает взгляд своей красотой. Готовится салат очень просто и быстро. 9. Приготовим скумбрию в горчичном соусе. Рыбка получается невероятно вкусной и аппетитной. Маринад придает рыбе неповторимый пикантный вкус. 3 луковицы среднего размера нарезаем полукольцами. 2 тушки скумбрии размораживаем и очищаем от внутренностей. Рыбу нарезаем порционными кусками. Готовим маринад. В мисочку с 4 столовыми ложками сметаны кладем примерно пол чайной ложки соли, 2 чайные ложки острой горчицы и наливаем 1 столовую ложку соевого соуса. Хорошо перемешиваем. Если не добавлять соевый соус, тогда нужно добавить немного больше соли. В большую миску кладем нарезанный лук, подготовленную скумбрию и добавляем маринад. Все аккуратно перемешиваем руками, чтобы равномерно распределить маринад. Миску накрываем крышкой и оставляем мариноваться рыбу на 1 час при комнатной температуре. Если нет времени ждать, то можно и не мариновать. Рыба замариновалась. Форму, в которой будем ее запекать, смазываем сливочным маслом. На дно формы выкладываем весь маринованный лук. Сверху кладем кусочки рыбы.
Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем скумбрию 30 минут. Скумбрия получилась очень вкусной и ароматной. Такая рыбка вкусная как в теплом, так и в холодном виде. Готовится она просто и легко. И последним приготовим салат Cobb. Этот салат выглядит на столе красиво и празднично. Готовится он несложно и получается вкусным и легким, а особую нотку пикантности ему придает заправка. Сначала подготовим все ингредиенты. 200 грамм помидоров черри нарезаем дольками. Также можно использовать и обычные помидоры. Мелко нарезаем небольшой пучок зеленого лука. Одну запеченную куриную грудку весом около 300 грамм нарезаем сначала вдоль, а затем брусочками. Также для этого салата подойдет отварное или жареное куриное филе. 2 вареных яйца нарезаем красивыми дольками. 70 грамм сыра трем на крупной терке. Желательно использовать сыр чеддер или сыр дор-блю с голубой плесенью. 2 стебля сельдерея нарезаем небольшими кусочками. Одно спелое авокадо разрезаем пополам и вынимаем косточку. Ложкой отделяем мякоть авокадо от кожуры. Каждую половинку авокадо разрезаем вдоль пополам и нарезаем полосками. Чтобы авокадо не темнело, поливаем его небольшим количеством яблочного или винного уксуса или лимонным соком и перемешиваем. 4 полоски бекона общим весом около 100 грамм разрезаем на 3 части. Бекон обжариваем на сковороде, пока он не станет хрустящим. Обжаренный бекон перекладываем на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Собираем салат. На дно блюда выкладываем листья салата. Я взяла микс салатов из рукколы, булблада и маша, но можно использовать любой листовой салат или порвать листья салата кусочками. На зелень выкладываем полосками подготовленные ингредиенты. Первой полоской выкладываем нарезанные кусочки курицы. Следующим кладем нарезанный стеблевой сельдерей. Затем кусочки хрустящего жареного бекона. Ряд из подготовленных яиц. Нарезанный зеленый лук. За ним ряд из долек помидоров. Тертый сыр. И последний ряд из нарезанного авокадо. Готовим заправку для салата. В миску наливаем 4 столовых ложки оливкового масла, 1 столовую ложку яблочного, винного уксуса или лимонного сока, 1 чайную ложку французской горчицы с зернами. Ее можно заменить обычной горчицей. Добавляем 1/3 часть чайной ложки соли. Сюда же выдавливаем через пресс 1-2 зубчика чеснока. И по желанию добавляем примерно 1/3 чайной ложки вустерского соуса. Все перемешиваем около 2 минут до получения однородного соуса. Приготовленный соус переливаем в соусник для подачи на стол. Салат Cobb подается на стол не перемешанным с отдельно стоящим соусом. Каждый берет себе в тарелку те ингредиенты, которые ему больше всего нравятся, и уже в своей тарелке поливает салат соусом. Также можно полить салат соусом уже на столе прямо перед подачей и по желанию перемешать все ингредиенты. Салат Cobb получился красивым, аппетитным и очень вкусным. Готовится он несложно и отлично подходит для тех, кто предпочитает салаты без майонеза. Если в этом наборе продуктов вам не подходит какой-то из ингредиентов, то его можно исключить из этого салата. Если вам понравились такие быстрые рецепты на праздничный стол, то обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.